Друзья, всем привет! С вами снова я, Павел Терентьев, Моисей. И сегодня мы приступаем с вами к 6-му трюку на BMX в нашей онлайн пошаговой how-to рубрике. Это Chicken Bar Spin. Это в то же время очень простой и очень важный трюк. Погнали! Друзья, повторюсь, Chicken Bar Spin является очень простым трюком и базовым. Это, по сути, проходной трюк к нормальному барспину в воздухе. Ни в коем случае не перешагивайте на следующие трюки, не выучив этот, потому что, выучив Chicken Bar Spin, вам гораздо проще будет учить трюки с руками. Вы запомните габариты руля и нахождение грипс. Шаг первый. Сначала вам нужно понять, в какую сторону вы будете вращать руль и с какой техникой. Ищем упор и встаем к нему задним колесом. Если ваша ведущая нога левая, то вращаем руль в левую сторону, к передней ноге. И наоборот, если правая, то вращаем руль в правую сторону. Так делают чаще всего прорайдеры. И делаем тоже так, потому что в дальнейшем с такой техникой вам будет проще делать такие трюки, как 360 и 720 барспин, вращая руль против своего собственного вращения. Самая распространенная ошибка, которую я наблюдал вчера на своем последнем посте в Инстаграме с конкурсом от нашего подписчика, это когда вращают Chicken Bar Spin одновременно двумя руками и пытаются его потом поймать. Не делаем так. Запомните, самая правильная техника – это когда у вас есть вращающая рука, передняя, она ближе к передней ноге, и принимающая, ближе к задней ноге. Одновременно, вращая руль, вы должны уже его принимать, и ваша рука должна находиться рядом с седлом. А вращающую руку обязательно отпускаем немного до того момента, как вы поймали руль. Это безопаснее всего. И продолжаем вести руку над рулем. Обязательно отточите это движение у стены, чтобы это было безопасно. Шаг 2. Учимся зажимать седло. Сначала вам нужно подготовить велосипед. Запомните, чем выше и толще у вас седло, тем проще будет зажимать его ногами. Положение тела в момент Chicken Bar Spin должно быть немного над рулем. Задняя нога должна быть согнута в колене, носок опущен. А передняя нога, наоборот, должна быть в прямом положении с поднятым носком вверх. Так правильнее всего. По сути, нужно просто зажимать седло ногами и находиться над рулем. Тренируйтесь, обязательно отточите движение до полного автоматизма, чтобы было безопасно. Шаг 3. Теперь вам нужно одновременно научиться выдергивать переднее колесо и зажимать седло. Запомните, здесь самое важное ехать с самой минимальной скоростью и выдергивать переднее колесо очень плавно. По сути, вам нужно делать эти движения одновременно. Соответственно, выдергивая переднее колесо уже по правильной технике, как вы выучили в прошлом шаге, зажимать седло. Обязательно это движение тоже доведите до автоматизма, чтобы было безопасно. Двигаемся дальше. Шаг 4, финальный, сам Chicken Bar Spin. Ребят, ни в коем случае не пытайтесь крутить Chicken Bar Spin, если вы не выучили прошлые предыдущие этапы и не довели их до автоматизма. Это небезопасно, поверьте мне. Также едем с минимальной скоростью, плавно выдергиваем переднее колесо, одновременно зажимаем седло и крутим барспин по правильной выученной технике, как вы выучили ранее. Еще раз повторюсь, ребят, ни в коем случае не пробуйте крутить Chicken Bar Spin, если вы не выучили предыдущие этапы. И обязательно доведите все движения до автоматизма. Друзья, на этом все. С вами был Моисей, Павел Терентьев. Спасибо большое за просмотры. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось это видео и помогло в изучении данного трюка. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. И оставьте комментарии внизу, если у вас остались какие-либо вопросы по изучению данного трюка. До скорых встреч. Увидимся в следующем выпуске.